Здравствуйте. Чем могу вам помочь? Здравствуйте. Я хотел бы поговорить о наших детях. Могу я войти? Да, хорошо. Проходите. Здравствуйте еще раз. Я Аарон, отец Теодора Орейли. Как вы знаете, наша семья здесь живет уже достаточно давно, и мы с моей женой уже закрыли 2 карьеры на благо нашего города. Да, конечно, мы вас знаем, Аарон, и вашу семью тоже, но не понимаем, к чему вы клоните. Да, дорогая? Да, я пока тоже не понимаю. Перейду сразу к делу. Теодор – наследник нашей семьи, и ему очень нравится ваша дочь. Я пришел к вам просить ее руки для моего сына Теодора. Просить руки? Но это же дети должны решать. Почему мы будем принимать за них это решение? Да, вы правы, но так как здесь нет официальной церемонии, я бы хотел, чтобы родители это тоже одобрили. Поэтому, если ваша дочь не против, то я хотел бы, чтобы она переехала в наш дом и стала женой Теодору. Аарон, для нас это новость. Подождите, пожалуйста, нам нужно поговорить с нашей дочерью. Ну, что я вам хочу сказать? Мы поговорили с дочерью, и, оказывается, ей тоже нравится Теодор, поэтому мы, конечно же, не возражаем. Пусть ребята женятся, и мы готовы помочь в любом вопросе, если нужна наша помощь. Друзья, всем привет! Начинаю понедельник и потихонечку буду сейчас вас вводить в курс дела. Я, как вы знаете, да, я уже делаю 2-ю серию на этой неделе. Предыдущая серия вышла в среду, поэтому если вы не смотрели, то у вас в запасе есть еще 1 эпизод, и сначала вот посмотрите предыдущий. В прошлой серии Тео пытался сам выбрать себе невесту, но, к сожалению, все девушки, которые ему нравились, почему-то с ним ругались. Поэтому мы с Аароном выбрали ему невесту. Мы сходили к ее родителям и попросили, чтобы они одобрили переезд их дочери в нашу семью и, соответственно, ее брак с Тео. И сейчас я буду надеяться, что на этой неделе она нас еще посетит, и у них все сложится, чтобы мы смогли попросить ее к нам переехать. И я быстро объясню, почему была выбрана именно эта девочка, потому что в воскресенье, когда я играла за кадром, к Тео приходили 2 девушки. Одна из них была Терина, которая ему нравится, а вторая рыженькая Хиана. Но с Териной они сразу разругались, а с Хианой они достаточно хорошо поговорили. Поэтому, как в прошлой серии я и сказала, так как вот эта девочка рыженькая, да, Хиана, она чаще всего к нам приходила, а это значит, что у нее был какой-то интерес к Тео, плюс она с ним не ругалась, и у них выстроились достаточно хорошие дружеские отношения, поэтому она и была выбрана на роль невесты. И на этой неделе мы вот будем ее ждать, когда она будет мимо проходить, строить с ней более хорошие отношения, чтобы она могла присоединиться к нашей семье. Надеюсь, у нас все получится. И по календарю у нас сегодня целый день облачная погода. Папа у нас сейчас сходит за луком, и потом я его отправлю на рыбалку на целый день, потому что вот все деньги, которые Тео заработал на прошлой неделе, я потратила на полочки и аквариумы. На -2 этаже у нас теперь получается сколько? 20 с лишних аквариумов. Надеюсь, этого количества нам хватит на эту неделю.
И сейчас я попробую, чтобы Айден тоже половил рыбку, и Тео тоже дам удочку. Ага, у Айдена сразу это действие отменилось. Все, можешь идти тогда домой. Айден пойдет домой и будет караулить тогда там нашу рыжую девочку. И если что, он сразу сможет позвать Тео. В общем, будет стоять на шухере. И у нас тогда получается, что остаются Тео и Аарон. Вот они вдвоем остаются ловить рыбу. И пока Аарон бежит, расскажу вам про работу и навыки. Джейден у нас работает менеджером по вопросу экологии. Он сейчас на 3 уровне, и я посмотрела на будущее. Ему для работы нужно прокачивать логику и обаяние. Джейден получает сообщение от другого волонтера, что основную тропу перегородило упавшее дерево. Тра-та-та-та-та-та-та. Убрать самостоятельно или позвонить профессионалам. Ну, раз его можно попробовать самому убрать, то попробуйте. Так, что у нас выпало? Ой, малый рост продуктивности. Отлично, мы угадали. И так вот, логика у него достаточно хорошо прокачана до 7 уровня, а обаяния нет. Обаяния совсем нет, поэтому на этой неделе Джейден у нас качает логику и обаяние. И про Тео. Тео у нас преступник, и на этой неделе он продолжит у нас качать пакости. Они ему нужны на максимальном уровне, а также в будущем, я тоже посмотрела, в будущем ему нужно будет программирование. И подождите, пока не ловите больше, нужно переложить рыбку. И пока Айден у нас дома, и пока я не забыла, давайте оплатим счета. Ой-ой-ой. Пришла. Тео, беги скорее. Сейчас Айден тогда ее пригласит войти, будет с ней болтать до прихода Тео. И нам нужно еще перевести деньги. Давайте. Так, перевожу остаток денег в фонд города. Все, деньги мы списали. И вот у нас уже Тео прибежал. Сейчас будем пробовать наладить между ними отношения. Айден, а ты можешь оставить ребят? Я хочу, чтобы они немножко вдвоем пообщались. Узнать, как прошел день. Давайте начнем с приятных вопросов и покажу вам их отношения. И как вы сами видите, что у них вообще не было никакого флирта. То есть повторюсь, что мы ее ходили сватать не из-за любви между ребятами, да? Боже ж ты мой, Айден, иди домой, пожалуйста. Так вот, у них не любовь с первого взгляда и даже не со второго. То есть у них вообще не было никакого намека на флирт или любовь между ними. Она просто единственная, кто нормально общается с Тео. Ну и не просто общается, да, и чаще всех заходит. Но так как их семьи уже договорились о свадьбе, то теперь они должны узнать друг друга поближе и попробовать полюбить друг друга. Поэтому вот сейчас мы попробуем немножко флирта им добавить. Вроде бы не было, да? Не было отрицательной реакции у нее. О, отлично! Ей нравится флирт с нашим Тео. Да, смотрите, он стал кокетливым. Мне кажется, это первый раз. А нет, еще с Эдой у него было, да, в подростковом возрасте. Айден опять здесь. А у них уже что-то пошло не так? Только хотела сказать, что у ребят нет ненависти друг к другу, но, похоже, она сейчас появится. Так, Тео, давай, верни кокетливое настроение. Ой, чей это персонаж? Это же один из ваших персонажей. И вот, он тоже покинул наш мир апокалипсиса. Целое поколение заканчивается у нас, представляете? Ох, Тео, давай пригласим тогда девочку войти в дом. Ему еще нужно сегодня поспать и попрокачивать пакости перед работой. Поэтому, я думаю, они сейчас немножко поболтают, и мы отправим ее домой. Ого, шептать нежности.
Какое действие у него появилось? Попробуем? Нет, вроде не сработало, да? Вызвано чувство. С тобой так интересно, мне очень нравится проводить с тобой время. Надеюсь, и тебе тоже. Отлично, отлично. За сегодняшний день ребята поближе познакомились, а Тео пошел спать. Ну, все как обычно. И пока Аарон ловит рыбу, Тео спит, Айден здесь вот просто слоняется без дела. А я тем временем жду Джейдена. Я жду Джейдена с работы. У него стоит упорно работать, и здесь ему прям вот чуть-чуть осталось. Надеюсь, он получит повышение. Да, Джейден молодец. У него 4 уровень. Логики ему все так же достаточно для работы. Нужно только пообщаться с персонажами по поводу экологии. Что ты хочешь? Ты хочешь поиграть? Это идеально, потому что тебе как раз нужно качать логику. Поэтому иди, поиграй чуть-чуть в шахматы. А потом все у нас голодные, и нам нужно будет приготовить им рыбку. У нас тут к Айдену пришла девочка. Я не знаю, где они познакомились, наверное, вот на улице. Но у Айдена, смотрите, появилась подружка. Сейчас мы только быстро ему помоем ручки, а то он как-то попахивает немножко у нас. А Тео я отправила качать навык пакостей, потому что если завтра к нам зайдет Хиана, то ему некогда будет общаться с другими персонажами. Поэтому вот сейчас мы будем издеваться над всеми соседями, пока Тео не поднимет навык до 6 уровня. А я тут Карену еще отправила Джея, чтобы он тоже половил рыбку. Джей ловит рыбку хорошо, настроение у него хорошее, поэтому почему бы и да, часиков до 10 они сейчас у меня здесь побудут, и в 10 уже я их отправлю домой. И посмотрите, я накормила Айдена, и он... К нам пришла невеста. Ого, я хотела сказать, что он впервые встал на коврик, у него, потому что ЗОЖ нелюбимых, и у него никак не прокачивается этот навык, вот он только у нас на 2 уровне. Так, а где у меня Тео? У нас невеста пришла. А, он же у меня там над соседями издевается. Так, пойдем, Тео, пойдем к девушке. А он опять хочет спать. Это невероятно. И у меня, кстати, 2 должны прибежать с рыбалки. Вы их не видите? Так, вот я вижу, Аарон бежит. А 2? Да, 2 тоже вижу. Все, отлично, они успевают домой. И я тут обыскалась нашу невесту, а она, смотрите, с девушкой Айдена спрятались в нашей темной комнате и, видимо, сидят, обсуждают наших парней. Я отправила сюда Тео, и 2 вот девочка оставила наших будущих супругов вдвоем. Она, видимо, поняла, что она там была лишней. Поэтому... А ты куда? Не захотела остаться с Тео наедине, да? Ну, она, видимо, пока еще смущается быть рядом с ним, вот в темной комнате, да, наедине. Поэтому будем общаться здесь. Папа с ней знаком. В целом они все знают, что они будут нас жениться. Поэтому все просто ждут, когда она уже к нам переедет. И... Они вот сейчас, родители, уладят там между собой еще некоторые моменты и выберут дату, день их свадьбы выберут. Поэтому мы просто ждем, а ребятам нужно к этому времени получше познакомиться. Я поставила Тео пофлиртовать и признаться в симпатии. И давайте посмотрим, сработает или нет. Да? Ну, вроде бы все хорошо у них. Нет.
Почему сейчас такое действие у них было? Папа пришел, смотрите, папа пришел спасать ситуацию. Он такой: дети, хватит ругаться, вы все равно поженитесь. Зачем вы это делаете? Хиана скажет: да я все понимаю, но он меня специально выводит из себя. И Тео опять пошел спать. В любой ситуации действуй как Тео, иди спать. И сейчас тогда папа поговорит немножко вот с девушкой. Он ей скажет, что нужно быть мудрее, что брак это тяжелая работа. Ты должна изначально принять не только его достоинства, да, но и недостатки. Он взрослый, он уже не изменится, поэтому если ты это примешь, тебе с ним будет жить легче. И думаю, на этом Аарон с ней попрощается, и мы будем уже укладываться спать. Спасибо, что ты к нам зашла. Будем ждать тебя завтра. И вот последний, кто не спит, сейчас он домоется и тоже пойдет спать. Город засыпает. Вторник, время 10. На улице все еще дождь, а я только отправила ранее Аарона сбегать за луком, и все, больше в дождливую погоду им заниматься нечем. Тео вот как всегда. Тео, у нас в доме есть место, где всегда можно найти Тео. Это вот спальня. Тео всегда спит. А так как на улице ливень, мои никуда не выходят, все сидят дома. Это наша? Наша идет, да? Тео, побежали скорее. Ты где? Тео, бежим! Дождь, правда, не нравится мне, когда они под радиоактивным дождем общаются. Грустная. Стоит такая грустная. Я знаю, почему она грустная, потому что недавно приходило уведомление, что у нее не стало мамы. Вот. Поэтому я надеюсь, Тео, что он сейчас ее утешит. Я думаю, если у него действительно получится, знаете, подставить ей свое мужское плечо, дать ей какую-то поддержку, защиту и уверенность в нем, то она к нему проникнется, она немножко изменит свое отношение к нему, и их отношения станут на уровень выше, чем просто друзья. Так, а что у него в желаниях? Терина нравится, елки-палки. Тео, выбор сделан. И стать врагами с едой. Ух, Тео, какой-то у нас непостоянный все еще. А что, нет? Нет. Ей не понравилось, как ее утешает Тео. Давайте тогда просто поговорим на отвлеченные темы, раз Тео даже не может утешить девушку. У нас, конечно, тут такой сильный дождь льет, он еще и вредный же, но мы не можем отпустить ее домой, потому что их родители договорились о свадьбе на этой неделе. И, может быть, их как-то попробовать домой отправить? Ой, а что это такое? Это что такое? Отличная репутация. Если Теодор захочет отправиться с кем-нибудь на свидание, здесь пригодится его отличная репутация. Романтические знакомства теперь имеют шанс быстрее стать чем-то более серьезным. Неужели Тео у нас становится более осознанным, знаете, более взрослым? Он, видимо, принял эту ситуацию, что жизнь его меняется, и вот эта девушка сегодня, да, грустная, она плакала, и он понял, что она тоже не виновата, что ее также выдают замуж по расчету, и ей даже, наверное, тяжелее, так как она девочка, да, поэтому он осознал, что теперь он ответственный за нее, и он должен оберегать ее. Я их отправила за шахматы. Все-таки смущает меня, потому что это дождь. И я им тут поставила обычных действий, не романтичных, чтобы, знаете, немножко поднять досуг и Тео, и ей. Так, ну что, вроде бы все хорошо у них, да?
Может быть, тогда попробуем романтику? Я, если честно, очень рада, что выпало вот это вот сообщение про Тео, что он становится более осознанным. И я тогда... Ой, он ей воздушный поцелуй послал, а ей понравилось. Вы видели, ей понравилось. Давайте тогда еще пофлиртуем. И у нас уже есть первый поцелуй. Ой, а куда он исчез? Где наш первый поцелуй? Это, знаете, это скорее всего, что он ей сказал, да, что несмотря на то, что наш брак с тобой изначально не по любви, но я буду стараться. Я буду стараться и буду, как это правильно сказать, буду смотреть только на тебя. Поэтому ты не переживай, пока мы вместе, других девушек в моей жизни точно не будет. И папа пришел. Довольный. Смотрите, довольный. А где? Первый поцелуй-то где? И вот те слова, что сказал Тео, Хиана ему поверит, так как, скорее всего, он ей тоже нравился. Теодору нравится флирт. Да-да-да, нам нравится флирт. Можно я поставлю «да»? Ой, мои... Вы видели, что сейчас папа сделал? Он был так рад. Он такой, наконец-то, Тео, как же я давно этого ждал. Я не пойму, а чего вы здесь все столпились? Вы чего парочку нашу смущаете, а? Все радуетесь, да? И исторический момент. Джейден у нас там на заднем плане готовит ужин, и сейчас мы с Тео подкрепимся немножко, и потом продолжим общаться с Хианой. И вы посмотрите, они сами целуются. Это не я, они сами. И может быть, пока у нас все дома, может быть... А как стать парой? А что, они еще не могут стать парой? Нет? Она не хочет? Я думала, они уже договорятся на сегодня, чтобы она к нам переехала. А она не хочет. А Тео уже 8 часов на работу идти. Тебя что-то смущает? Давайте попробуем еще немножко пофлиртовать. Вот, на флирт она отвечает, смотрите. Стать лучшими друзьями. У них все хорошо же у вас. И романтика вот пошла. Хвалить внешний вид. Признаться в симпатии. И вроде бы у них все хорошо. Вообще все отлично. Так, Тео, давай подумаем, что мы еще можем сделать. Любовь? Признаться прилюдно в любви? Может быть, она все еще смущается? Все-таки, знаете, 4 незнакомых мужчины в доме. Она, наверное, к такому не привыкла, тем более как-то свои чувства проявлять, да? Поэтому давайте, он прилюдно скажет, чтобы она не переживала, что вся его семья ее любит, они относятся к ней как к своей сестре, да, или дочери. Ого, вы видели, как у нас романтика апнулась? А стать парой все еще нет? Появилась. Появилась стать парой. Так, а сколько времени? И мы сейчас на работу. Да, мы сегодня не успеем пожениться, потому что на работу нам опаздывать нельзя, но зато они стали парой. Ура, ура. А он все хочет спать пойти. Извини, Тео, тебе на работу пора идти. Но он, смотрите, он пошел довольный, счастливый. Сейчас будет хвалиться перед коллегами, что у него появилась невеста. Поставлю ему даже упорно работать. Аарон, мне кажется, самый довольный от того, что они женятся. И вполне возможно, он еще застанет внуков. На этом вторник давайте заканчивать. Джейден у нас вернулся с работы, и мы даже не посмотрели, как там у него дела. Так, его не повысили.
С утра ему опять нужно будет поболтать про экологию. И завтра у него выходной. На этом все, он тогда пошел спать, а я еще дождусь Тео. Тео у нас тоже не повысили. У них такая маленькая зарплата. За 3 дня они работают вдвоем и принесли нам всего 600 симолеонов. Ну, это тоже деньги. И Тео у нас идет спать. Спокойной ночи. Время 5 утра. Джей уже приготовил рыбку, и он сейчас пойдет на коврик, потому что у него случился ступор. И посмотрите, что у него есть. Пригласить предмет воздыхания на свидание. А кто это? Я даже визуально не знаю, кто это. И даже у него в знакомых нет такого персонажа. Так что, оказывается, у Джейдена есть от нас секретики. Представляете? Я разбудила еще Тео. Хочу его сейчас покормить, намыть и повысить досуг. И дальше либо уже будем ждать нашу девушку и общаться с ней, или пойдем прокачивать навык пакостей с соседями. Нас поздравила Максин. Максин нас поздравила с новым партнером. Видите, даже не с девушкой, а с партнером. Да, она тоже все прекрасно понимает, что у ребят будет брак по расчету. Айдену тут директор названивает, подростков же из школы не выгоняют, да? И я тут отправила Джейдена пожарить еще одну рыбку, вторую уже, потому что я ему пыталась прокачивать обаяние, а у него ничего не двигается. Вот как было 40%, так за полдня и осталось 40%, потому что у него было плохое настроение, и никто с ним тоже не хотел общаться. Поэтому вот, я его отправила приготовить еще рыбку. Сейчас они все ее поедят, и будем дальше с ними качать навыки. И вот, все мои общаются с соседями. Только, знаете, Тео тут издевается над ними, делает им пакости, а Джей наоборот. Он качает обаяние и всех хвалит. И у них получается такой плохой и хороший полицейский. Джейдена все любят, а Тео все не любят. К нам сегодня никто не приходил. Гера к Джею не заходила. Хиана тоже сегодня к нам не приходила. Поэтому стараемся по максимуму использовать свободное время и прокачивать навыки. И посмотрите, кто идет. К нам пришла Максин. А Джейдену кто-то звонит. Друг его звонит. Приходи. Мы лучше с тобой тогда попробуем обаяние попрокачивать, чем с тем парнем. У них что-то разговор не клеится. И посмотрите, сколько у нас народу собралось. Максин пришла, сидит за шахматами. Так, Тео, ты куда, спать пошел? Ну да, куда еще может пойти Тео? Тео пошел спать. Максин сидит за шахматами. Здесь вот друзья Джейдена. Эх, жаль, что у нас нет тусовок, да? Сейчас бы мои парни вечеринку бы закатили. Так, и Джейдену мы сейчас будем прокачивать, пробовать обаяние. А Тео нам на работу уже через час. Максин стало скучно, она тоже к ним пришла. Все вот тут собрались. Давай, Максин, тоже сделаем комплимент. Вы же тоже дружите. Ой, а у него, смотрите, появилось дерзко заигрывать с Максин, хвалить внешний вид. А как же Гера? Что там у тебя происходит? Джейден, что происходит? Мы чего-то о тебе не знаем? Тео у нас уже пошел на работу, а я тут вот кого заметила. Смотрите, они хорошо смотрятся, мне кажется, да? Вот так вот друзья в одной компании могут стать неожиданно не просто друзьями. У моих закончилась вода, и знаете, что я обнаружила? Я когда снимала кат-сцену разговора Тео с папой для прошлого видео еще, я обнаружила, что у нас рядом с домом есть колодец.
Вот как раз Джейден сейчас идет туда, и я могу здесь собирать воду и не бегать к реке. Представляете? У нас скоро уже будет третье поколение, а я только сейчас нашла колодец, который, между прочим, стоит прямо у нашего дома. Кто молодец? Я молодец. Очень внимательная. И у нас повысили Тео. И представляете, он уже должен выбрать специализацию. Тео у нас работает по ветке оракула, поэтому мы выбираем ее. Но я, если честно, не ожидала. Я не ожидала, что его уже сегодня повысят. Смотрите, смотрите, какой милашка. Как ему идет черный цвет. Беги, беги скорее спать. У нас уже 6-й уровень карьеры. И вот ему теперь нужен навык программирования. Будем изучать новый навык. Так, а когда ему на работу? Четверг с часу ночи. А уже 2. Значит, получается, четверг, пятница, суббота. У него 3 дня выходных. И за эти 3 дня мы должны пожениться и прокачать по максимуму навыков. Вот, планы есть. Будем их придерживаться. Спокойной ночи на этом. Четверг, уже почти 10 часов. Аарон у меня бегал за луком, сейчас вот возвращается. Джейден у нас на работе. Айдену пытаюсь поднять досуг. Ой, а у него все отлично, в принципе, да? А Тео у нас все еще спит. У него будет 3 выходных, поэтому я ему разрешу сегодня выспаться по максимуму. И у нас будет такой немножко расслабленный четверг. Для Тео тут остался кусочек рыбки с утра. Он, правда, уже испортиться успел, но, думаю, это лучше, чем лук. И представляете, у него ступор. Нужно переключиться на творческие навыки. Не понравилась ему рыбка, но что поделать. Так, а шахматы, интересно, являются творчеством? А он не хочет. И йогу не хочет. И сколько это будет длиться? 6 часов. Тогда что? Тогда будем ждать нашу девочку и пойдем прокачивать навык пакостей, раз ты больше ничего не хочешь. Ой-ой-ой, я чуть не упустила девочку. Она, представляете, она, видимо, пришла, а я там занималась нашими. И так, что, давай обсуждать боязнь лошадей. А у меня нету ранчо. Каких лошадей ты боишься? Не уходи, ну, пожалуйста. Мы не успели, да? Хиана, возвращайся. Не дождалась она нас. Хиана больше к нам не вернулась, поэтому Тео тренирует пакости. Ой, повысили. Джейден пришел, и его повысили. Так, он у нас уже 5-й уровень. Логики ему достаточно для следующего уровня. И ему опять просто нужно поболтать про окружающую среду. Прекрасно. Хорошая карьера, мне нравится. Наша вернулась. А мы вонючие, голодные. Пойдем тогда помоемся быстрее, Тео. Она тут пока пообщается вот с Айденом. Я помню, у него было желание с ней поболтать. Представляете, вот у Айдена есть желание с ней поболтать. А о чем им поболтать? Давайте об интересах, да? Наверное, об интересах они могут поболтать. И как раз у нас сейчас Тео немножко освежится. И мы пойдем, знаете, что мы пойдем? Мы пойдем делать ей предложение. Так, Джейден, иди тоже домой. Иди, сейчас будет важное семейное событие. Что у нас здесь есть? Давайте проявим нежность, поцелуем в щечку. И так, и я думаю, пока здесь папа, в присутствии папы нужно сделать ей предложение.
Тем более Джейден тоже здесь, присутствие всей семьи. У них же, как вы помните, нет ни ЗАГСов, ни какой-то регистрации брака. То есть вот они просто сейчас на словах перед всей семьей, вот Вивиан с Аароном перед жителями города, потому что у них не было семьи, они просто объявляют, что они решили быть вместе и будут строить вместе семью. А ты куда пошел? Смотрите на Джейдена, он поет. Джейден, а ты можешь остановиться? Или ты марш Мендельсона поешь? И я хочу, чтобы они сразу еще и поженились. То есть, если до этого они просто объявили, да, что они будут создавать семью, а поженились, это будет что-то типа у них такого письменного договора, где они поставят свои подписи друг для друга. Поэтому давай, папа, иди сюда, будешь свидетелем. И я думаю, и после этого она как раз к нам переедет, и с этого момента они будут считаться семьей, новой ячейкой общества в городе Глазбот. Папа, ты куда ушел? У тебя сын женится. Папа, иди скорее. Ты так долго этого ждал, ты мечтал об этом. Так, а что, нет? Не женится? Так мы женимся или не женимся? Что происходит? А где музыка, где романтичная песенка? А папа опять уходит. Так, я не пойму, они поженились уже или нет? Какая красивая церемония. Я вообще не понимаю, где церемония-то? А вот, наконец-то. И вот она музыка. Ура, ура. Все, они официально всем сказали, что они будут жить вместе, подписали документ, и теперь они семья. И, когда мы пойдем за третьим поколением, как вы думаете? Может быть, уже пора? Может быть, сразу пойдем? Чего тянуть-то, да? Как это мило. Хиане нравится любовь. И мы сейчас ее посмотрим. Так, она к нам пришла счастливая. Карьеры у нее нет. Навыков особо тоже нет. Так, в багаже у нее только домашние работы. Ну, это она так пришла. Я считаю, что это не мое пенальти. Это она к нам так пришла. Так, здесь мы все знаем. Она у нас сноб, неряха и обжора. Ну и в целом все. В целом все. И я думаю, она даже, наверное, первая. Я думаю, она первая начнет соблазнять Тео, потому что раз она согласилась выйти за него замуж, то, скорее всего, где-то в тайне он ей нравился. И сейчас, вот когда у нас в карусели появится зачать ребенка, мы пойдем за третьим поколением. Так, страстный поцелуй у них. Все, они больше никого не стесняются. Джейден такой: слушайте, ну вы идите хотя бы в комнату, нам вообще-то жениться нельзя, а вы нам тут такое устраиваете. О, появилась. Все. Так, а что, они уже пошли? Так быстро? Наше второе поколение пошло за третьим поколением. Ой, какая пижамка у нее, веселенькая. И на этом мы будем заканчивать четверг. И кто помнит мою мечту, кого я хочу в наследнике, надеюсь, Тео сможет осуществить мою мечту, и наследницей станет девочка Мэй. Держу пальчики.
И перед тем, как мы начнем пятницу, хотела вам еще показать, что вот пока кто-то идет за третьим поколением, у нас уходит первое поколение. Это тоже ваш персонаж. Поэтому что? Поэтому готовьте, готовьте, друзья, ваших симов. Скоро будет очередной отбор, и новые рекруты приедут к нам в Глазбот. И вы видели это милашество? Я скачала мод на обнимашки. Я сейчас вот прям вышла из игры и загрузила этот мод. И она его обняла. Ой, это так мило. И, кстати, смотрите, Хиана у нас уже половину возраста своего прожила. Поэтому мы сейчас родим трех детишек, и только после этого я ее устрою на работу. Поэтому пока она у нас будет безработная и будет заботиться о малышах. И я тут хотела рыбку Джейдену в багаж положить, чтобы он ее приготовил, а у него каноэ. У него в багаже каноэ эколога. Как оно там поместилось? Ого, нифига себе, какое у нас каноэ. Эй, подожди, какую курицу? Ты нам рыбку будешь жарить? Курицу где-то нашел. Ты на этом каноэ, что ли, ее наловил? И у нас тут, смотрите, у нас тут в багаже столько всего. Спутниковые тарелки, какие-то фигурки, детальки. И вот теперь еще и каноэ. Но продавать по правилам мы ничего пока не можем. Доставать вроде бы тоже ничего не можем. И давайте я сразу уберу домашки, которые вот Хиана принесла с собой. И достаем рыбку. Достаем одну рыбку и пойдем готовить, чтобы накормить наше семейство Орейли. Вы не поверите, им не хватило одной рыбы. Поэтому я Хиану вот отправила пожарить вторую рыбку, потому что они голодные. И хотела вам показать этот момент, как наша новоиспеченная жена, довольная и счастливая, готовит первую рыбку в этом доме для себя и для своего мужа. А мы тут, знаете, чем мы тут будем заниматься? Мы сейчас пойдем за Мэй. Надеюсь, что это будет Мэй. Но, если что, имя для пацана, для наследника я уже тоже придумала. Мэй, я тебя жду. Так, а у нас уже дождь начался, поэтому мои не пойдут ни на какую рыбалку. Что, будут тогда прокачивать навыки? Хиану я отправила на коврик. Какой у нее красивый костюмчик-то. Какую мы девчонку модную отхватили, вы видели? Вы видели? Ой, Максин. Да, Максин? Это Максин пришла? Что, отправим Тео с ней поболтать? А он сам идет. Я даже ничего не назначала, честное слово. А он сам идет с ней болтать. И пусть Эда вас не взлюбит. Тео, у тебя такие неоднозначные желания. Но мы помним, что Тео дал обещание, что теперь он верен своей жене, он не будет ни с кем у нас кокетничать. Плюс это уже даже не просто обещание, а Хиана ему действительно начала нравиться. Она его вот замотивировала, она сделала его уверенным. Поэтому у них уже есть любовь, и у него уже тоже есть к ней чувства. И здесь вполне объяснимо, что он не будет флиртовать с Максин, тем более она его лучшая подруга. Он даже когда был свободен, с ней не флиртовал, а сейчас тем более. То есть они будут просто общаться. А у нас опять облачная погода, а из наших никто даже не бежит на рыбалку, потому что они рыбы наловили, лука насобирали. Представляете, у них все заполнено. Это что-то, это новый уровень. Я прям посылаю сердечки до сих пор.
моим спасителем. И смотрите, смотрите, что я нашла. У Тео появилось в пакостях описывать апокалипсис. Представляете? Вот ты где живешь? Ты что описывать собрался? Ты же здесь в этом апокалипсисе и живешь. И, в общем, он у нас тут продолжит прокачивать пакости сегодня. Я постараюсь прокачать их до 8 уровня ему. А у Хианы появилось действие рыться в поисках еды. А что, так можно? Я даже не знала, что вот в этой помойке в маленькой есть такое действие. Она что, может найти еду из помойки? Ну-ка. Нет. А, нет, смотрите, она нашла. Она нашла испорченный салат, и она его съест? А так можно? Если так можно, то это лайфхак. Это лайфхак, с какой чертой характера нужно начинать играть в апокалипсис. Это либо обжора дает такое действие, либо неряха. Вот одно из них. Ой, а после такой еды какие-то таблеточки нужны. А у нас нет таблеточек. Как бы ничего не случилось, надо быть аккуратнее. Давайте, может быть, Аарону дадим попробовать. Ему как раз у меня рыбы не хватило. Посмотрим, как он отреагирует. Ты будешь есть такой салат, Аарон? Ну-ка, сейчас посмотрим. Ого, ничего себе! Все, идем мыть руки, и все довольные и счастливые. Она, может быть, нам еще тогда что-нибудь вытащит. Это, конечно, нелогично, потому что если мы едим только рыбу и только лук, то в нашей мусорке не может заваляться салат не из лука, да, или там какие-нибудь макарошки или пельмешки. Поэтому я сама, конечно, не буду ей это действие ставить, только вот если она сама решит пойти искать себе еду. Я что-то пропустила, смотрите, какие уведомления. Ми-ми-ми. Идет. Она идет Тео рассказывать. И она такая: приготовься, я беременна. Так, Тео обрадовался? Мне кажется, Тео обрадовался, да? Тео, ты рад? Ну что, третье поколение в пути? Ой, она устала, спать пошла, да. Тогда мы с Тео сейчас вот покачаем еще чуть-чуть пакости, и я тоже отправлю его спать. И вы посмотрите, какие у него мудлеты. Желание жить. Обожаемый персонаж поблизости. Он не может все время грустить и испытывать страх. На самом деле он испытывает невероятное желание жить, когда находится рядом с персонажем, которого безмерно любит. Я верю в себя. И важная новость, какие потрясающие новости, в семье скоро появится новый ребенок. Ребят, кто помнит, какой у нас Тео был, когда он был подростком, и вот в то время до женитьбы. У него же там было постоянно, что он не уверен в себе, что он боится разочаровывать родителей. То есть он был настолько слабым, настолько неуверенным, что он даже с девушкой не мог познакомиться. Его все отшивали. А сейчас что? То есть получается, что для Тео как раз такой брак по расчету это было лучшее решение, потому что папа ему выбрал действительно достойную девочку, которая его полюбила. Ну, вначале, конечно же, она его не любила, да, у них просто было хорошее отношение, но благодаря тому, что ее хорошо воспитали, что Тео воспитали хорошим парнем, да, он добрый у нас, он заботится о семье, то вот эти все качества, она их увидела в нем, он тоже понял, какая она, и благодаря тому, что она сама проявляется по отношению к Тео, она показывает ему свою любовь, он стал уверенным в себе.
Он начал верить, что он тоже достоин любви, и это придало ему такое огромное количество сил и чувства уверенности, что если раньше мы с вами, да, в комментариях обсуждали, и я говорила в видео, что Тео у нас слабый герой, и что Джейден будет рядом с ним всегда, знаете, таким серым кардиналом, то сейчас, благодаря Хиане, может быть, наш Тео станет лидером. Круто, круто вообще. Правильный выбор папы может поменять жизнь Тео на 180 градусов. Я в шоке. Я в шоке от поворотов этой игры. А Тео тем временем у нас идет спать. И... ой, я тут так порадовалась за Тео, что даже не могу теперь успокоиться. А он идет спать. И теперь она к нему под бочок, смотрите. Ну, милые, да? Все. Хороших вам сновидений. Я тут разбудила в субботу Хиану пораньше, чтобы она приготовила нашим мужчинам поесть, потому что обычно готовит у нас Джейден, но сегодня ему на работу, а у него, представляете, у него ступор, и он еще будет длиться 8 часов. Навряд ли мы, конечно, его снимем, но вот Хиана хотя бы поможет ему с готовкой. Так, а как ты себя чувствуешь, между прочим? У нее только... Так, что, второй триместр через 17 часов. А я же обычно играю в воскресенье без вас. Сейчас я посчитаю, когда она родит. И, получается, что приблизительно она родит в понедельник. Я надеюсь, что это будет в понедельник, чтобы мы с вами вместе узнали, кто у нас будет, мальчик или девочка. А вы можете написать в комментариях, давайте проверим вашу интуицию, напишите, кто будет, мальчик или девочка, и цвет волос, черный или рыжий. Давайте посмотрим, проверим вас. Джейдена мы уже отправили на работу, а с Тео мы, как всегда, на улице, ищем соседей, чтобы над ними поиздеваться. Хиана у нас там ходит, намывает раковины, туалеты. У меня ребята следили за чистотой, мы все тоже мыли, но чистота мужчин и чистота женщин в большинстве случаев это разные вещи, поэтому она вот там старается, наводит порядок, а мы продолжаем качать навыки. Суббота у нас прошла спокойно, Джей словил выгорание на работе, Тео прокачал пакости до 9 уровня. И я еще хочу, чтобы он доделал здесь рабочие задания. Он же теперь у нас ответственный, плюс он довольный. И Тео у нас уже хочет спать, поэтому он сейчас завершит свою работу и пойдет спать к своей малышке. Давай, я тебя жду. Наконец-то Тео завершил рабочее задание, и мы ждем Тео. Вернее, Хиана ждет Тео. Так, кто сегодня будет кого обнимать? Ты ее будешь обнимать, да. Нравится мне эта анимация. Там вначале есть небольшое какое-то лишнее движение, как мне показалось. Но если не обращать на это внимание, то в целом очень миленько. И давайте еще раз проверим, что у нее по срокам. Второй триместр начнется только в воскресенье. Поэтому да, она в воскресенье точно не родит. Будем это делать вместе с вами уже в следующей серии. И что я вам хочу предложить. Первое. Это, как я раньше сказала, давайте проверим вашу интуицию, кто у них будет, мальчик или девочка, и с каким цветом волос. И второе, я же выбрала имена только для первого ребенка. А для второго и третьего ребенка у меня вариантов имени пока нет. Поэтому, если у вас есть идеи, пишите свои имена для мальчиков и для девочек. Я выберу несколько имен, которые мне понравятся больше всего, а вы потом уже проголосуете среди этих вариантов.
И дальше, в зависимости от того, кто у нас родится, будем называть его самым популярным именем. В общем, пишите ваши предложения. Голосование за имя я открою, наверное, в воскресенье вечером. Это будет здесь, на моем канале YouTube, на вкладке, это называется она либо запись, либо пост. Поэтому в воскресенье я там выложу опрос за имя. Чтобы не пропустить, можете подписаться, поставить колокольчик, и тогда у вас будет уведомление, что я что-то выложила на канал. Поэтому буду ждать ваших предложений по именам до вечера воскресенья. А в воскресенье вечером я уже выберу, что понравится мне, и сделаю вам опрос. Поэтому спасибо за просмотр. На этом все. Пока-пока.